Пожалуйста, имейте в виду, что цитаты, которые я привожу из германо- и японоязычных источников, это машинный перевод с языков, которыми я не владею. Азиатская ФДМ-ассоциация ФА была учреждена в Японии Кески Танака при содействии Кохеи Вата и при поддержке доктора Типалиса в 2003 году. На ее первой интернет-странице, которая являлась разделом сайта самого доктора Типальдеса, ее целью было заявлено продвижение модели фасциальных дисторсий как нового направления медицинской помощи в Японии и других странах Азии. в том же 2003 году ими же была учреждена Japan Orthopedic Publications. Издательство и образовательная организация. А в 2005 Зарегистрированы товарные знаки в азиатском регионе на логотип и названия, ассоциированные с моделью фасциальных дисторсий. на сайте Japan Orthopedic Publications на самой ранней из найденных мной архивных страниц 2010 года. Ее цели обозначены как обеспечение дальнейшего распространения методики модель фасциальных дисторсий посредством публикации соответствующей научной литературы и образовательных мероприятий, тем самым помогая большому числу людей, страдающих от травм опорно-двигательного аппарата. Обращаю ваше внимание, что на той же странице Кески Танака ФДМО отмечает, что в Японии мануальное лечение не признано официальной медициной в принципе. Современная ей, то есть 2010 года, цель Азиатской ФДМ-ассоциации уже заявляется как поддержка надлежащего распространения модели фасциальных дисторсий. То есть акцент ее деятельности сместился с распространения модели фасциальных дисторсий на формирование и контроль распространения программы ее презентации. На сайте 2013 года уже опубликована современная формулировка целей ФА, продвижение и защита модели фасциальных дисторсий. Между защитой и продвижением в Азиатской ФДМ-ассоциации приоритет однозначно отдается защите. Функционеры ФА ревностно следят за рынком терапевтических и образовательных услуг в регионе и разными путями, в том числе юридически, отстаивают свою эксклюзивность. На веб-странице ФА в 2004 году есть сведения о преследовании нарушителей авторских прав с 2001 года. Там же Кески Танака ФДМО объясняет свою позицию, естественно, принятую Азиатской ФДМ-ассоциацией, следующим образом. Наша технология не настолько проста, чтобы ее мог освоить кто-либо без нашей экспертной помощи. Мы не можем мириться с ненадлежащим распространением нашей технологии среди общественности. При том, что условия допуска к обучению изначально были очень строгими, после инцидента, произошедшего в 2018 году, когда один из студентов Джоб, соответственно член ФА, был замечен в несанкционированной преподавательской деятельности, они предельно ужесточились. В 2018 году в префектуре IT группа под названием FSR Association, созданная бывшим членом нашей ассоциации в нарушении договора, организовала мероприятия, семинары, ложно заявленные как по модели фасциальных дисторсий. В связи с этим инцидентом мы приняли дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Наш бывший студент проводил обучение дзюдо-терапевтов и специалистов по мануальной терапии, взимая с них сотни тысяч йен за несколько часов обучения отдельным ФДМ-техникам, распространяя лишь поверхностные сведения без должного понимания. О его деятельности нам стало известно от пациентов, пострадавших от некомпетентного лечения им самим и его учениками. Содержание разработанного нами договора является весьма строгим, однако это необходимая мера для предотвращения повторения недобросовестных действий, способных исказить целое направление терапии, и для того, чтобы обучающиеся могли безопасно и уверенно осваивать модель фасциальных дисторсий. Просим отнестись с пониманием. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться. В числе прочего, в договор был включен пункт, согласно которому при нарушении установленных правил подписавшийся принимает на себя обязательство выплатить в досудебном порядке значительную сумму штрафа. Выход из ассоциации не снимает принятых обязательств. Несмотря на то, что в Японии ФДМ, как и любая другая методика мануального лечения, не ассоциирована с социальной медициной,
ДЖОП допускаются к обучению на первых порах только врачи, дзюдотерапевты и доктора остеопатии. После 2010 года к этому списку добавляются физио и лицензированные иглорефлексотерапевты, а позже все те же, кроме остеопатов. Хотя, может быть, они подразумеваются под другими квалификациями, но это, как говорится, не точно. Большая часть членов ФА, вероятно, по базовой специальности дзюдотерапевты. Лицензированной отдельной немедицинской лицензией специалисты национальной традиционной японской терапии скелетно-мышечной патологии, не требующей облигатного медикаментозного или хирургического лечения, коими изначально являются сами учредители и инструктора ФА Кески Танака и Кахей Ивата, ныне оба ФДМО. Исходя из этого, сразу становится понятно ограничение в Японии компетенции практикующих ФДМ проблемами опорно-двигательного аппарата. Программа обучения ФА более длительная и, вероятно, более фундаментальная и, безусловно, преподаваемая более централизованно, чем Европейская и Американская ФДМ-ассоциация, включает не только базовые сведения о фасциальных дисторсиях, их диагностике, принципах и техниках их коррекции, но и подробный разбор диагностики и лечения профильных заболеваний и состояний, описанных в учебно-методическом пособии доктора Типальдеса 2002 года. Под профильными подразумеваются проблемы опорно-двигательного аппарата. Исключение составляют рекомендации по элиминации симптомов почечной и желчной колики, менструальных болей. После 2024 года программа обучения в ДЖОП выглядит так. То есть включает онлайн-обучение с обязательным очным посещением не менее половины курса. Список содержания курса очень длинный. Для тех, кому интересно, оставлю ссылку под видео. Полагаю, потому что в отличие от западных коллег японцами эти сведения не публикуются, что ФА сейчас включает наименьшее количество членов из всех ассоциаций членов ФДМГО. Ассамблеи созданы ассоциациями-партнерами для координации общей позиции в 2017 году, которую с момента основания по 2025 год бессменно возглавлял Кески Танака ФДМО. Насколько мне известно, в Азиатской ФДМ-ассоциации с 2010 года всего 2 инструктора. Замечу здесь, что Кахей Ивата стал ФДМ-инструктором только через 3 года с момента, когда Кески Танака ФДМО и доктор Георг начали сертифицировать коллег. И очень ограниченное количество практикующих обладателей международного сертификата. IC – это квалификация, подтверждаемая отдельным экзаменом, принятая между Азиатской, Европейской и Американской ФДМ-ассоциациями в 2011 году. Соответствующие и практикующие признаются специалистами всеми ассоциациями. Вероятно, это аналог исторического КОМЭМПа. Казалось бы, все правильно. Но принимать экзамен у соискателей получил право кворум инструкторов одной ассоциации. То есть каждая ассоциация, в которой 3 и более инструктора, может независимо от коллег из другого региона сертифицировать им своих членов. Количество членов Азиатской ФДМ-ассоциации обладателей международного сертификата по вышеобозначенной мной причине мне неизвестно. Но согласно данным архивной страницы сайта ЕФДМА, первый IC появился ФА в 2015 году. Сайт Азиатской ФДМ-ассоциации изначально воспроизводил конфигурацию сайта доктора Типальдеса, предлагал краткую информацию о сути модели фасциальных дисторсий и обилие клинических разборов, демонстрирующих эффективность предлагаемого подхода. Позже Кески Танака ФДМО дополнил этот раздел на своем ресурсе видеозаписями терапевтических сессий, демонстрируя, как путем непродолжительных, затушеванных на видео в основном мануальных воздействий, достигаются ошеломляющие результаты коррекции ограничений движения в разных регионах тела различной этиологии. Вероятно, они стали одной из основ широко тиражируемого заблуждения о том, что ФДМ позволяет избавить от любых профильных симптомов в рамках одного непродолжительного приема у настоящего специалиста со всеми вытекающими из этого последствиями. Другой формат видеопрезентации эффективности ФДМ в исполнении Кески Танака ФДМО, который он презентовал на YouTube,
в самом начале развития канала, не вызвал ажиотаж аудитории и более не публиковался. Параллельно в 2000-х годах Кескетана КФДМО регулярно публиковал отчеты о диагностике и лечении пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата в региональном журнале мануальной терапии. Члены ФАА регулярно выступали и выступают на дзюдо-терапевтических симпозиумах и конференциях в Японии, привлекая таким образом внимание коллег к методу. Могу с уверенностью утверждать, что в Японии ФДМ-практикующими ведется научная работа. В 2023 году в Голден-Эгге на международной ФДМ-встрече Back to the Roots я лично был свидетелем доклада представителей Азиатской ФДМ-ассоциации о результатах проведенного ими исследования влияния коррекции ААСD на ограничение дорсифлексии стопы. Не скажу, что прям очень упорно искал, но при поверхностном исследовании в англоязычном пространстве я не обнаружил ни одной научной публикации, посвященной какому-либо аспекту модели фасциальных дисторсий от японских авторов. Даже если эти материалы изданы на японском языке, они не могут быть замечены и оценены медицинским сообществом. В тему еще отмечу, что среди лауреатов международных конкурсов научных работ, введенных в практику партнерскими ассоциациями в 2016 году, представителей ФАА не было. Вполне, кстати, возможно предположить, что и среди участников. Но это не точно. Поправьте меня, пожалуйста, если вы осведомлены об этом лучше меня. Кески Танака подчеркнуто дистанцируется от любой инновации. С одной стороны, действительно, какой смысл перегружать метод не дающими преимуществ дополнениями, если блестящего результата можно достичь имеющимся арсеналом? Но если эту позицию еще можно признать правомочной, касаемо мануальной терапии по Типальдесу, хотя она консервирует ее сложность. Да-да, именно сложность. Кескетана КФДМО всегда и везде подчеркивает, что проводимое им лечение кажется простым только со стороны. На самом деле за ним стоят годы упорного интеллектуального и физического самоотверженного труда. В контексте же концепции ФДМ, как новой анатомической перспективы, какой ее описал в статьях 94 и 95 годов и учебно-методическом пособии 2002 года доктор Типальдес, консервативность очевидно неприемлема, так как она ограничивает ее развитие и распространение на более широкий спектр заболеваний и состояний, чем травмы опорно-двигательного аппарата, которые при жизни доктора Типальдеса никогда не останавливались. В допандемические времена функционеры Азиатской ФДМ-ассоциации активно взаимодействовали со своими американскими и европейскими коллегами. Напомню, Кески Танака – один из двух инструкторов ФДМ, сертифицированных лично доктором Типальдесом. Вместе с доктором Георгом Харрером в 2007-2008 годах, а возможно и позже, они сертифицировали первых региональных инструкторов, прежде всего из числа докторов остеопатии, посещавших семинары доктора Типальдеса. Позже право сертификации новых региональных инструкторов получил кворум действующих. Изначально права преподавания последних по договоренности 2007 года ограничивались регионами, уже охваченными влиянием их ассоциаций, в отличие от первых, на деятельность которых это ограничение не распространялось. Вероятно, из-за значительной разницы во владении английским, а может быть и по какой-то иной причине, семинары в США до сертификации местных инструкторов и некоторое время после в основном проводил доктор Георг Харрер. Представители ФАА регулярно посещали западных коллег и принимали их у себя. В 2007 году Японию посетил президент Американской ФДМ-ассоциации доктор Байрон Перкинс. В следующем году Кескетана КФДМО и доктор Георг Харрер сертифицировали его проводить семинары по модели фасциальных дисторсий в США. В 2009 году в Осака состоялся 4-й международный ФДМ-конгресс. Первый был в Мэне в 2001, второй на Аляске в 2005, третий, первый без доктора Типальдеса, прошел на Гавайях в 2007, после чего подобные мероприятия организовывались регулярно до пандемии, с периодичностью раз в 2-3 года, всегда в разных местах. В 2024 эта традиция продолжилась, правда, без представителей ФАА. Но об этом позже. Первым конгрессом традиционно предшествовал семинар первого уровня. А в дни основного мероприятия представители каждой региональной ассоциации отчитывались о проделанной ими работе, рассказывали о текущем положении дел и делились свежими идеями развития и наработками.
На всемирных ФДМ-конгрессах доклады Кескетанака и ФДМО преимущественно касались фолдинг и цилиндрических дисторсий. Он демонстрировал и объяснял новые техники их исправления в определенном регионе тела. Из арсенала, которому персонально обучился у доктора Типальдеса, или из тех, которые разработал сам. 4-й международный ФДМ-конгресс в Осака 2009 года, кроме всего прочего, примечателен тем, что в его рамках прошел первый в истории FDM-встреч мастер-класс Матч Кастен по FDM-физиотерапии, то есть по применению инверсионных техник в коррекции фолдинг, дисторсий и тектонических фиксаций. В 2011 году Матч снова посетила Японию, где на базе ФА провела уже полноценный семинар, на который также приехала делегация из Европы. В последующие годы, до пандемии, практикующие Запада регулярно возвращались в Японию, чтобы посетить семинары самого Кескетанака ФДМО. Такой активный интерес их стороны объясняется в предисловиях к учебно-методическому пособию Stay in the Model, том 1, изданному Кескетанака ФДМО на японском, ориентировочно в 2016 году, а позже переведенном на английский и немецкий языки, написанных Алексом Типальдесом и доктором Георгом Харрером. В них оба сообщают, что доктор Типальдес особо отмечал виртуозность владения Кескетанака техниками из арсенала мануальной терапии по Типальдесу и ее логик. Доктор Георг Харрер также сообщает, что Кескетанака до первого Всемирного ФДМ-конгресса 2001 года в Мэне, изучавший теорию и практику ФДМ по учебно-методическим пособиям доктора Типальдеса, От себя добавлю, вероятно, полученных от кого-то, кто посещал единственный семинар доктора Типальдеса в Японии в 1998 году, проведенном на базе местной остеопатической ассоциации, ресурсом которой было переведено второе издание учебно-методического пособия 1998 года. При первом личном знакомстве с доктором Типальдесом продемонстрировал более совершенный уровень владения описанными в книге приемами, чем западные коллеги, обучавшиеся у доктора Типальдеса лично. Там же доктор Георг Харрер пишет, что сам многому научился у Кескетанака. То, что получилось у Кескетанака, уникальное явление, которое стало возможным, вероятно, благодаря его феноменальной целеустремленности и скрупулезности. Для примера, я сам, сдав экзамен FDMBC, пройдя стажировку у 2 инструкторов ЕФДМа, переведя 4-е издание книги доктора Типальдеса на русский язык и перечитав его несколько раз, ассистируя на семинарах в первой редакции написанного мной учебно-методического пособия, не менее 80% техник коррекции фолдинг-дисторсии я писал неверно. В дополнение к этому я еще и налажал с некоторыми техниками исправления цилиндрических дисторсий и тектонических фиксаций. Но в компетенции Кескетанака ФДМО, подозреваю, есть как минимум один, на мой взгляд, принципиально значимый пробел. ни в одном издании учебно-методического пособия доктора Типальдеса не представлены полные сведения, изложенные им в статьях 94 и 95 годов. На сайте Азиатской ФДМ-ассоциации 2009 года Кескетанака ФДМО сообщает, что изначально его интересовали только технические приемы модели фасциальных дисторсий. А глобальными идеями доктора Типальдеса он проникся уже позже, итогом чего стала организация им Азиатской ФДМ-ассоциации. Маловероятно, что доктор Типальдес обсуждал с Кескетанака анатомические и физиологические нюансы фасциальных дисторсий на научном языке, поэтому, вероятно, они остались для последнего за кадром. Как, судя по всему и подробности, истории формирования модели фасциальных дисторсий. Серия Stay in the Model представлена на сегодняшний день 4 томами, в которых Кескетанака ФДМО изложил основы модели фасциальных дисторсий, на самом деле, конечно же, мануальной терапии по Типальдесу, и описал терапевтические приемы, которым научился у доктора Типальдеса во время стажировок, в том числе те, которые доктор Типальдес не включил в свою книгу, и разработанные им самим уже после ухода учителя из жизни. В начале 1-го тома Кескетанака ФДМО публикует написанное им заявление, подписанное First Generation of Tipaldes Co-Members.
над подписью фото участников первого Всемирного ФДМ-конгресса 2001 года в Мэне, из которых ко второму Всемирному конгрессу 2005 года в модели остались только он сам, доктор Георг Харрер и доктор Томас Листа из Пенсильвании, США, который изучал ФДМ с 1997 года исключительно в контексте своей собственной терапевтической практики, без претензий на что-то большее. Он был членом Американской ФДМ-ассоциации и, со слов Матч-Кастон, продолжает практиковать лечение по модели фасциальных дисторсий по сегодняшний день. В этом тексте, озаглавленном «Ответственность преемников», сообщается, что ключевой задачей, поставленной доктором Типальдосом перед собой и созданным им сообществом, является интеграция ФДМ в официальную медицину. Не только мануальной терапии по Типальдосу, а именно модели фасциальных дисторсий, концепции, оригинального взгляда, Анатомию в целом, патанатомию, патогенез, диагностику и лечение заболеваний самого широкого спектра. Как об этом говорит и Матч-Кастон, философия обучения. Но в следующем предложении Кески Танака ФДМО пишет, что он реализует ее через преподавание. принимая во внимание все вышесказанное, получается, что он реализует ее через преподавание мануальной терапии по Типальдосу специалистам, которые в основном не являются медицинскими работниками по определению. В финале этого текста Кески Танака ФДМО объясняет важность сохранения оригинальной концепции, главной угрозой которой он называет размывание базовых основ фокусировкой на исключениях из правил. К моему огромному сожалению, мне пока не представилась возможность Познакомиться ни с одной из книг из этого цикла. Их нет не то что в свободном доступе, но и в продаже. На иностранный язык, английский и немецкий, из 4 томов Stay in the Model приведены только 2 первые книги. При этом второй том на этих языках не издавался. Почему? Расскажу в конце этого видео, чтобы не нарушать хронологию событий. Кроме 4 томов Stay in the Model, в 2021 году Кески Танака ФДМО опубликовал книгу FDM, The Authentic Fascial Distortion Model, которую позже издал на польском языке инструктор Европейской ФДМ-ассоциации Петр Рыбацкий. Эти книги можно свободно купить на Амазоне. Из описания на японском ресурсе можно узнать о ней следующее. Эта книга – единственный в мире учебник по модели фасциальных дисторсий, одобренный ее основателем, доктором остеопатии Стивеном Типальдосом и его наследником Александром Типальдосом для публикации экспертных знаний и использования терминологии модели фасциальных дисторсий. Модель фасциальных дисторсий – это метод мануальной терапии, рассматривающий все травмы опорно-двигательного аппарата человека, как дисторсии фасциальной ткани, мышц, сухожилий, связок, костей, удерживателей и так далее. Уникальные диагностические и терапевтические приемы, направленные на восстановление поврежденной ткани, адресно применяемые в очаге поражения, позволяют снизить симптоматику немедленно. Метод высоко эффективен при широком спектре острых травм, включая неполные переломы, частичные разрывы мышц, сухожилий и связок, растяжение связок, разрывов мышц, хлыстовых травм и растяжение мышц поясничной области. При хронических заболеваний замороженное плечо, латеральный эпикондилит, теносиновиит и даже хроническая боль в пояснице, плечах и шее. В настоящее время в мире не существует книг по модели фасциальных дисторсий, написанных тем, кто бы получил свой клинический опыт непосредственно под руководством основателя модели фасциальных дисторсий и был признан им преподавателем ФДМ. Эта серия учебников объясняет бесчисленные методы диагностики и лечения модели фасциальных дисторсий для огромного количества травм опорно-двигательного аппарата, встречающихся в человеческом организме, включая процедуры и стратегии повышения эффективности лечения, основанные на клиническом опыте основателя и последующих открытиях и разработках авторов. Первый том охватывает концепцию модель фасциальных дисторсий, растяжение связок голеностопного сустава, распространенные травмы плеча и травмы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника и ребер. Термины FDM, модель фасциальных дисторсий и символ FDM являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными Кески Танака ФДМО, первым представителем FDM International, и Стивена Типальдоса, доктора остеопатии, основателя модели фасциальных дисторсий. А из польского следующее. Познакомьтесь с наиболее подробным на сегодняшний день учебником по модели фасциальных дисторсий и мануальной терапии по Типальдосу авторства Кески Танака ФДМО.
Этот выдающийся практик и инструктор, сертифицированный самим создателем модели доктором остеопатии Стивеном Типальдесом, делится в ней своим богатым опытом. Публикация представляет собой практическое расширение фундаментальной работы Стивена Типальдеса ФДМ «Клиническое и теоретическое применение модели фасциальных дисторсий в медицинской и хирургической практике», 4-е издание 2002 года. В книге подробно рассматриваются диагностика и лечение повреждений в области голеностопного и плечевого суставов, пояснично-крестцового отдела, грудного отдела позвоночника, грудной клетки и шеи. В учебнике объяснены ключевые различия подхода к лечению истинной и ложной ишалгии, стеноза позвоночного канала и атеросклероза нижних конечностей. Также представлено эффективное лечение хлыстовой травмы, включая случаи, возникающие во время сна, а также дискогенных болей шейного отдела позвоночника. Уникальным элементом книги являются два раздела, посвященные клиническим случаям, которые иллюстрируют правильную диагностику и лечение методом Типальдеса в рамках модели фасциальных дисторсий. Каждый пример снабжен QR-кодом, позволяющим посмотреть видеозапись терапевтической сессии, проведенной автором. Приглашаем к чтению всех, кто интересуется моделью фасциальных дисторсий, и особенно представителей медицинских профессий, желающих углубить знания об этой инновационной мануальной терапии доктора Типальдеса. Почему Кески Танака не предложил ее западным ассоциациям, а предпочел иметь дело с физическим лицом? Почему он сам не перевел его на иностранный язык, например, английский, которым ограниченно владеет, и на который его работу могут перевести компетентные в теме профессиональные переводчики, переводившие международные семинары и 2 тома Stay in the Model, чтобы без посредников распространять ее через международные торговые площадки? И, наконец, почему 25 лет ревностно оберегая технические сведения, он решил их обнародовать? Я, конечно же, точно не знаю. Но могу связать это с напряженностью, возникшей между ним и правлениями Европейской и Американской ФДМ-ассоциаций в последние годы. Сейчас расскажу подробности этого конфликта. В 2017 году Кески Танака ФДМО занял пост президента новообразованной FDM-Go, ассамблеи FDM-инструкторов дружественных Ассоциаций, призванной координировать их деятельность. А в 2024 году фактически вышел из нее, обосновав свое решение в открытом письме Truth, правда, размещенном на всех ассоциированных с ним интернет-ресурсах, нарушениями функционерами Европейской и Американской FDM-ассоциаций соглашений, заключенных в 2007 году, которые, к слову сказать, действительно методично соблюдал только он сам и члены образованной им ассоциации, а также некомпетентностью западных инструкторов и распространение ими ложной информации о разных аспектах модели. Как демонстрируют архивные документы, найденные мной в открытых источниках и опубликованные на этом канале, в истории модели фасциальных дисторсий Кески Танака сам демонстрирует критичную неосведомленность, снисходительность которой подавляется его агрессивным тоном. Ниже в этом послании Кески Танака ФДМО сообщает, что Азиатская ФДМ-ассоциация прекращает обмен информацией с западными партнерами, в связи с чем ее представители не будут участвовать в 8-м международном ФДМ-конгрессе в 2024 году в США, и что 2-й том Stay in the Model, уже переведенный на иностранные языки, распространяться не будет. Я написал Кески Танака ФДМО имейл, в котором попросил его, преемника ФДМ, главного ФДМ-эксперта, пояснить некоторые моменты написанного им. Но он не удостоил меня ответа. Несмотря на то, что сегодня Азиатская FDM-ассоциация представлена на сайте FDM-Go, а на сайте Азиатской FDM-ассоциации заявлено о членстве в FDM Global Organization, с учетом сделанных в правде лидерами ФАА заявлений, это кажется сомнительным, так как идет вразрез с уставом организации. Кески Танака ФДМО, без сомнения, один из самых компетентных в мире специалистов по мануальной терапии по Типальдесу. Его деятельность направлена на сохранение и совершенствование этой оригинальной неинвазивной методики, кроме прочих равнозначных названий, именовавшейся ее автором, доктором Стивеном Типальдесом, ФДМ. Но не одноименной концепции анатомической перспективы, на которой она основана, которая не ограничивается мануальной терапией по Типальдесу. И ни интеграции модели фасциальных дисторсий, ни метода, ни концепции в официальную медицину. Экстремальная требовательность Кески Танака ФДМО в сочетании с относительной изоляцией от коллег на Большой Земле и языковым барьером привела его к потере влияния в ФДМ-сообществе в целом. Таким образом, вероятно,
доступность FDM, The Authentic Facial Distortion Model, попытка Кескетана и КФДМО представить свое видение модели фасциальных дисторсий обществу. Не получилось ни легитимизировать в медицине, ни защитить от деградации, так хоть рассказать о том, какова она с его позиции в оригинале и сохранить для потомков. Вероятно, чем на самом деле руководствовался Кескетана КФДМО, преемник ФДМ, мне неизвестно. Как, с учетом всего вышесказанного, объяснить претензию Кескетана КФДМО на исполнение задачи интеграции модели фасциальных дисторсий в медицину, поставленной доктором Типальдесом? И снова, конечно же, вероятно. Вероятно, ответ на этот вопрос можно найти на архивной странице сайта ФА, где в комментариях к публикации своего студента Кескетана КФДМО негодует по поводу того, что большинство считает, что медицина – это только то, что покрывается медицинской страховкой. То ли в силу отсутствия базового фундаментального медицинского образования, то ли в силу личных убеждений, Кескетана КФДМО не принимает очевидного и весьма логичного факта. Частью официальной медицины становится только то, что соответствует четко установленным и четко прописанным критериям, принятым в научном сообществе, а не то, что демонстрирует эффективность. Вернее сказать, только то, чья эффективность продемонстрирована и представлена строго определенным образом, принятым в научной среде. И то, надо сказать, не всегда.